Цветение и капризы бульбовых орхидей. Сегодня солнышко. И все уже собрались. Добрый день, друзья! Расцвел зигапиталум, бульбовые орхидеи. Есть капризные, есть совершенно не капризные. Вот у меня зигапиталум цветет из каждой новой бульбы по 2 цветоноса. В прошлом году даже было 3 цветоноса. Вот сейчас я вам поверну. Вот видите, как зигапиталум растет. Он выпускает бульбу, выпускает цветоносы. Распустил почти все бутоны. Вот здесь всего 2 бутончика осталось на этом цветоносе. Ризома у него растет с 2 сторон. Он выпускает еще один новый рост. И вот еще 2 цветоноса. А если бы вы еще слышали его аромат, жалко, что камера не передает. Вот я чувствую такой резкий запах ландышей. Может быть, даже чуть сильнее, чем пахнут сами ландыши, но заполняет ароматом всю комнату. Но зигапиталум я отставлю чуть дальше, потому что речь пойдет об анцидиумах. О 2 небольших анцидиумах. Ну, я предполагаю, что это анцидиумы. По бульбам видно, что они будут маленькие. И этот цветок у меня появился прошлым летом. Мне его отдали в добрые руки. На одной ризоме было несколько усыхающих и погибающих бульб. Я решила с ним что-то сделать. Поделила на 3 части. У каждой части было по 3 бульбы. Об этих орхидеях я рассказывала. Буду оставлять ссылки в правом верхнем углу экрана. Орхидеи были не только погибающие, усыхающие бульбы, но на них были еще и вредители. Сейчас вредителей нет, но чаще всего на таких бульбовых орхидеях после вредителей появляются какие-то болезни. И вот мне приходится до сих пор лечить эти орхидеи. Скор, хорус, я все применяю на этих орхидеях. То есть опрыскиваю листья. Но все равно вы видите, что какие-то заболевания остаются. Листики с черными пятнами. И вот против этих черных пятен я применяю вот такой препарат. Как раз здесь написано, что от комплекса болезней и от черных пятен на листьях. Помогает или нет, сложно сказать. Вот на этой орхидее только кончики подсохли. Вот это самые-самые первые старые бульбы, вот это, на которые черные пятна, вот на них и были вредители. Но эти тоже кончики подсыхают. Но при этом орхидея начала расти. Вот он, новый рост. Сейчас я вам покажу ее динамику, чтобы было понятно, как это все происходило. Вот одна бульба закопана очень глубоко, но так получилось. По-другому посадка была невозможна. Одна бульба. Вот это старая и самая первая бульба, с которой я ее сажала. После этого она выпустила ростик и образовала первую небольшую бульбу. Следующая, вот она, уже крупнее. И посмотрите, какой от этой крупной бульбы идет такой мощный новый рост. У этих орхидей, у бульбовых,
у них корни растут только от новых ростов. Пока от этого ростика корни не пошли. Но видно, что и вот эта материнская, будем считать, бульба, она тоже еще растит корешочки. То есть корни есть, но о цветении речи пока идти не может. Бульбовые орхидеи должны вырастить 3, 4, 5 бульб, тогда они хорошо и активно цветут. Причем цветение у них, вот как у зигопиталума, с двух сторон. Не хочу очень близко подносить эти орхидейки к зигопиталуму, потому что тот-то здоровый. Разница в чем? У зигопиталума сначала идут цветоносы, а когда он отцветает, тогда орхидея наливает бульбу. А здесь все наоборот. Сначала вырастает толстенькая, кругленькая, замечательная бульбочка, а потом появляются цветоносы из пазух вот этих боковых листьев. Пока растет, пока лечу, радует уже тем, что растет. А лечение может быть очень длительным, потому что у бульбовых орхидей, когда вот такие повреждения листьев, очень сложно лечить такую орхидею. А вот вторая часть этой орхидеи, здесь было все не так хорошо, как казалось бы. 3 бульбы посадила, и все 3 бульбы, видите, они отдали все, что только можно этой орхидеи. А почему это происходит? Все бульбовые орхидеи соединены общим корнем, ризомой. И старые вот эти бульбы и дают рост новым, молодым бульбочкам. Но, видимо, в них было очень мало питательных веществ, и бульбочка выросла такая вот корявая. Но хорошо хоть выросла и налилась. Потому что жду, конечно, от нее нового роста, но пока ничего не происходит. Может быть, ее нужно дольше удобрять, а может быть, и ничего и не получится. Потому что такие орхидеи, вот даже когда вы их покупаете, смотрите обязательно, чтобы было 2, а лучше всего 3 взрослых бульбы. Вот тогда они хорошо растут. Ну, как в случае с зигопиталумом. Я купила такой зигопиталум, что у него было 5 бульб. Он очень активно сразу рос. Помните, есть видео, если вы смотрите канал постоянно, где я его разделяла, сажала в 2 разных горшка, и один из них я уже подарила. Не знаю, цветет у новой хозяйки или нет, но у меня цветет постоянно. То есть выпускает бульбу 2-3 цветоноса. Всегда. Даже периода покоя вот я в этом году у него не заметила. Но еще, что очень важно, в поливе этих орхидей, так, эти дальше, этот сейчас возьму поближе к себе. Бульбы должны быть всегда плотные и гладкие, толстые. Вот здесь, в этих бульбах, запас питательных веществ для того, чтобы растить молодое поколение. А старые бульбы, они сбрасывают листья. Не бойтесь, когда старая бульба вот эти большие листья сбросила. Так они растут, цветут. Но эти бульбы нельзя отрезать. Они тоже продолжают участвовать в росте молодого поколения. Вот когда бульба сама засыхает или при пересадке, можно удалить засохшую бульбу. А пока она жива и такая плотная и здоровая, конечно, ее удалять ни в коем случае нельзя. Это жизненные запасы орхидеи. Можно разделить такой зигопиталум. Видите, он у меня растет в 2 стороны. Можно при пересадке поделить корень пополам и сделать 2 новых посадки. Пока не буду его разделять, потому что с этой стороны вот растет 4-я бульба, а с этой стороны пока еще всего 3. Лучше всего, когда их будет 5, тогда можно опять поделить и посадить в разные горшки. Но он очень активно цветет и радует меня
своим цветением и, конечно, ароматом. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.